Эти кадры из года в год появляются на телеэкранах как напоминание. Рейс 007. Боинг, нарушивший советскую границу, избитый истребителем-перехватчиком. Именно тогда, в 1983-м, Советский Союз был назван «Империей зла». Уже больше 20 лет весь мир размышляет о том, что же стало реальным последствием той страшной катастрофы, унесшей 269 жизней. Какой она стала на самом деле, человеческой или все-таки политической? Мало кто знает, что за 5 лет до этой трагедии в небе над Карелией почти такой же Боинг тех же самых корейских авиалиний оказался в такой же ситуации. И уж точно никто не знает, какой катастрофы удалось избежать тогда, 20 апреля 1978 года. Огромные перемены произошли за годы советской власти, и возможны они стали благодаря советскому образу жизни. Социалистические обязательства, которые рождаются непосредственно на рабочих местах. Для Советского Союза начало 1978 года складывалось на редкость удачно. Кремль смог подтянуть мирную экономику, и вместе с этим огромные средства по-прежнему шли на оборонку. В результате СССР не только достиг паритета с Соединенными Штатами в области обычных и стратегических вооружений, но зачастую по новым разработкам даже опережал их. Полным ходом шло создание космического челнока «Буран». Он мог доставлять на орбиту целые станции, оснащенные боевыми зарядами. Вышла на госиспытание система противоракетной обороны. Все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Укреплять советское государство – это значит укреплять и его вооруженные силы, всемирно повышать обороноспособность нашей Родины. И пока мы живем в неспокойном мире, эта задача остается одной из самых главных. Советско-американские отношения приходили в непосредственное противоречие, вернее, в непосредственный контакт в одной сфере. Это в сфере действительно стратегических вооружений. Американцы могли нанести по нам ядерный удар, мы могли нанести по Америке ядерный удар и создать непоправимый ущерб. Это понимали и в Москве, и в Вашингтоне. Америка вынуждена была понемногу отступать от жесткой политики холодной войны. Все готовились к переговорам об ограничении стратегических вооружений. Запаздывала лишь система. Система противоракетной обороны, мы знаем, какое ей придает большое значение, всегда действительно уже тогда рассматривалась как разновидность определенного рода абсолютного оружия. Тот, кто имеет щит и меч, мог действительно рассчитывать, что его безопасность, приближается к какой-то степени абсолютной. А-35М. Кольцо противоракетной обороны Москвы. Кодовое название «Шалаш». Система. Она была главным козырем этих переговоров. Но знать об этом было положено лишь первым лицам. Доклада о том, что система встала на боевое дежурство, все не было. Разработчики уже в 3-й раз обещали, что вот-вот все будет сдано. На этот раз к 22 апреля, ко дню рождения Ленина. Но нужна еще одна проверка. Для этого решили провести оперативно-тактические учения в районе Кольского полуострова с задействованием всех сил и средств Северного флота. Я проводил учения с 23-й дивизией ПВО, штаб ИКП, который находится южнее Архангельска, километров 25. Владимир Дмитриев. Генерал-полковник в отставке. Закончил Академию ПВО имени Жукова. В 1978 году командующий 10-й отдельной краснознаменной армией ПВО СССР. Все самолеты сели, и мы с начальником штаба на одной машине на моей выехали с КП домой. Только открыл дверь, трезвонит телефон, и полковник Самойлов, оперативный дежурный, докладывает: товарищ командующий, РТВ корпуса обнаружили на дальности 300 километров. Самолет на запрос не отвечает.
Скорость 900 километров в час, высота полета 10 километров. Курс на Североморск. Кинохроники этого события не существует. Было не до съемок. Но современные технологии позволяют восстановить все, что произошло в тот день, 20 апреля 1978 года, до мельчайших подробностей. Это точный чертеж Боинга 707, бортовой номер HL-7429 корейских авиалиний. Это его точная раскраска. В 21 час 19 минут по московскому времени он войдет в воздушное пространство Советского Союза и возьмет курс на Североморск. Именно таким его и увидели летчики, поднятые на перехват. Проходит какое-то время, нервное возбуждение и на КП, и в Москве, естественно, прибыл и министр обороны, и начальник генерального штаба, и Громыко министр, и КГБ. Вот, я не знаю, был Брежнев или не был. Вот. Идет вопросы, ответы. Несколько раз мне Агарков звонил, несколько раз Ахрамеев, начальник ГОУ. Вот. Задают вопросы и умные, и неумные. Естественно, такое событие. Североморск. Один из самых закрытых городов страны. Секретная военно-морская база. Центральный командный пункт управления силами Северного флота. Главная стратегическая база атомных подводных ракетных крейсеров. Центральный командный пункт авиации и войск противовоздушной обороны Северного флота. В тот день он был центром оперативно-тактических учений. У нас на Кольском полуострове большая группировка стратегических бомбардировщиков военно-морского флота и разведчиков. И они постоянно ходят, как мы называем, за угол, за Швецию туда, и ходят на Кубу. Ведут тоже свою разведку. Владимир Царьков. Генерал-полковник авиации, заслуженный военный летчик СССР. Закончил Борисоглебское летное училище имени Чкалова. В 1978 году командующий 21-м корпусом ПВО в Североморске. А обратно, когда идут, проходит очень много времени, напряженный полет, они иногда забывают переключить код. За это время происходит смена кода. И если бы мы их сразу всех сбивали, так весь Кольский полуостров был бы усыпан, остатками наших бомбардировщиков. Царьков мне докладывает, что ЗРВ готово сбить. Я говорю, не разрешаю, потому что можем по своему шарахнуть. Самолет идет со скоростью 15 километров в минуту. И пока мы разговаривали, он уже нарушает границу. Мы подняли уже звено истребителей. Готовности были еще. Я говорю, дальше он уже не уйдет. Он останется здесь. Вот. И спокойно разбираемся. Боевая тревога. Как бы этот приказ ни ждали, он всегда приходит внезапно. Внимание всем, наблюдая приближение неопознанной цели. Удаление 300, курс 300. Боевым расчетом приготовиться к сопровождению. Летчик, который был поднят на опознание и перехват первый самолета Су-15, подняли мы с аэродрома Африкан. Значит, он доложил, самолет шел где-то на высоте 9-9,5 тысяч метров. Уже начинались сумерки. Шли учения, много было разведчиков, целый день они там болтались. И РЦ-135, и Орионы, и РС-71, и 6 спутников в это время прошли через наш район. Это первое. Второе. Какие-то иероглифы. Никогда в жизни в нашем районе самолетов азиатских государств не было. Откуда с иероглифами? Значит, что-то такое уже нечистое. Если у самолета отказывает навигационное оборудование и он теряет ориентиры, по международным правилам командир воздушного судна должен подать сигнал бедствия. Для этого существует специальный аварийный радиоканал, единый для всех стран мира. По сигналу СОС
В воздух поднимаются дежурные экипажи истребителей той страны, над которой находится самолет. Оценивают ситуацию и прокладывают для терпящего бедствия новый курс на ближайший аэродром посадки. Но сигнала с Боинга не было. Вот идет самолет, к нему подходит истребитель, входит в визуальный контакт, покачивает с крыла на крыло, тот должен ему ответить и мигает огнями бортовыми. Тот доказательство, что понял, он, значит, должен с крыла на крыло тоже сделать покачивание. После этого самолет делает нырок и идет в разворот плавно. Тот должен двигаться за ним на аэродром посадки. КП 816-му. Какова реакция цели 816-й? 816-й КП. Цель на маневрирование не реагирует. Дальнейшие действия КП. КП 816-му. Повторить заход с указанием курса с максимальным приближением. Исполнение доложить 816-й. 816-й КП приказ понял. Повторяю проход с указанием курса трассирующими снарядами. Исполнение доложить КП. Я спрашиваю, значит, у летчика: слушай, у меня связь была прямая установлена. Может быть, ты там машешь крыльями ему за километр? Ну, летчик уже тоже в крайнем возбуждении, немножко, так сказать, с русским фольклором. Говорит, мать его, так, я ему в форточку хвост со звездой засунул, а он морду отворачивает. Неожиданный разворот Боинга в сторону Финляндии, тем более после невыполнения команды перехватчика, сделал ситуацию просто критической. До границы было 6 минут полета. Уход туда самолета, прошедшего над одним из комплексов противоракетной обороны, выведенным на испытание, был равен катастрофе. Ко всему прочему, на командном пункте знали, что финалом оперативно-тактических учений на севере должно стать политическое заявление. Я еще вспомнил, вы знаете, вот голова работала как компьютер. Крутилось все. Завтра должен был Брежнев лететь в Германию, вести переговоры с Брандтом. Ленинская политика мира. Слова эти – синоним внешней политики советского государства на протяжении всей его истории. Политики мирных отношений со всеми странами, в том числе и с Федеративной Республикой Германия. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев направлялся с официальным визитом в ФРГ. Когда стороны ушли со стратегического направления, со стратегического балансирования, оно как бы сместилось в сторону разведки, разведывательных операций. Разведки балансировали, на грани конфликта балансировали разведки. Это кадры из известного западного фильма «Тех лет». Для американцев было шоком появление на параде в Москве противоракет, способных поражать ядерные боеголовки. Но еще большей неожиданностью стало то, что русские позволяли свободно фотографировать эти объекты, идущие по Красной площади. И это было вызовом американским разведчикам, которых в Москве конца 70-х было, по утверждению работников КГБ, чуть ли не полпосольства. Мне кажется, что в 70-е годы эта ситуация немножечко очень тоже, ее можно было наблюдать. Политики наводили мосты, а разведки рыли туннели. Система дальнего обнаружения и пуска баллистических ракет была и у американцев. Но сами противоракеты, способные сбить боеголовку на стадии полета, отсутствовали. Попытка их сделать потерпела крах буквально в начале 70-х. Так что в реальности, несмотря на колоссальные вложения в область противоракетной обороны, Америка к концу 70-х так и не смогла ее создать. Мы можем сказать, что они действовали немножечко независимо, самостоятельно, пытались как бы искать какие-то свои не совсем санкционированные пути для достижения своих целей. Маршрут Боинга 707, летевшего 902-м рейсом, начинался в Париже. Далее посадка и дозаправка самолета в Анкоридже и уже оттуда в Сеул. Первый разворот и смена курса Боинга должны были происходить над Британскими островами примерно через час полета. Второй разворот и еще одно изменение курса на подлете к Гренландии. Именно в этой точке Боинг встал на абсолютно новый и совершенно неожиданный курс.
самолет углубился в территорию, значит, уже прошел Мончегорск, значит, идет в 60-80 километров от государственной границы с Германией, с Финляндией, я извиняюсь. И если мы сейчас не примем мер, то, значит, мы не выполним в целом боевую задачу, а что этот самолет может под личиной гражданского самолета идти самолет-разведчик. Тем более, что в этот момент Северный флот проводил свои, значит, будем говорить, крупномасштабные учения. Все было включено, все средства, все вышли на свои боевые, так сказать, позиции. И в это время этот самолет начинает плавно разворачиваться в сторону Финляндии. 6 минут, и его, значит, не было бы. На флоте шли учения, нас бы всех, значит, из партии, из должностей, из вооруженных сил, всю бы категорию, всю бы уволили и правильно бы сделали. Следуя заветам Владимира Ильича Ленина, коммунистическая партия, советское правительство постоянно заботятся о повышении боевой мощи советских вооруженных сил, в том числе и советского военно-морского флота. Я даю команду уничтожить самолет-нарушитель. Прям вот сейчас могу вам слово в слово сказать. Такому-то, такому-то уничтожить самолет-нарушитель воздушной границы Советского Союза. Он что, по нему стрелять? Я говорю, повторяю, значит, уничтожить самолет. Выпускай тормоза под него. Он выпускает тормоза под него, значит, подошел. И где-то на дистанции, наверное, километр, может быть, говорит, захват, ПР, пуск. И, значит, самолет этот начал снижаться. Тепловая ракета реагирует на самую горячую точку самолета. Боинг шел вправо, и поэтому крайний левый двигатель работал на максимальной тяге. Он был самым горячим. Ракета целилась в него. Примерно за 900 метров до попадания летчик закончил разворот. За бортом минус 60, активный тепловой след тут же пропал, и ракета потеряла цель, но продолжала лететь. Через секунду у нее включился режим самоликвидации. Еще через 10 секунд они все равно оказались рядом. Взрыв произошел под крылом, оторвав от него 4 метра плоскости. В воздух из баков хлынуло топливо. Во все стороны полетели осколки. И самолет, потеряв опору, начал стремительно валиться вниз. Дальше события развертывались так. Я когда приехал на командный пункт, мне докладывают, что самолет опустился до высоты 1000 метров, и в этом районе уже сделал несколько кругов. Видимо, он искал место для приземления. Никто на него не воздействовал. Около финской границы дежурили в зоне 2 истребителя Подужемского полка, вот этой Петрозаводской дивизии, которым я поставил задачу, если что, добивать. К этому моменту Боинг отклонился от курса на расстояние около 800 километров. Почти 200 из них он прошел над территорией Советского Союза, находясь в нашем пространстве уже около часа. Командир держал самолет в воздухе за счет скорости и фактически искал место для посадки. Так что обнаружить Боинг можно было только с истребителя. Они находились на такой высоте, при которой авиационные станции не видели ни эту цель, ни своих истребителей. В связи с этим часто запрашивали их. Поэтому они отвечали, этим уточняли, как бы штилевую проводку они делали, где они находятся. Анатолий Керифов. Полковник запаса. Закончил военную академию ПВО имени Жукова. В 1978 году летчик-истребитель войск противовоздушной обороны. Командир звена 265-го истребительного авиационного полка. Когда я радиообмен услышал, летчики 21-го корпуса, который ПВО, с Африканда, с аэродрома Африканда, штурмонаведение подает, спрашивает у них о месте их нахождения и их действиях. Эти летчики отвечают, что мы находимся у известного залива, подходим к известному заливу. А где цель находится? Они отвечают, куда она денется, эта бедолага, вот сзади плетется. И вот когда эта пауза наступила, я понял, что-то произошло. И вот через некоторое время, ну секунд, может быть, 30-40 после этой паузы,
поступает, значит, ответ ведущего этой пары и говорит, что мы потеряли цель. КП-429, цель потеряна. Малый остаток топлива. Разрешите на точку КП. КП-429, возвращайте. 429. КП-429, понял КП, выхожу из зоны. Ничего командному пункту не остается, как дать добро, чтобы своих истребителей не упали. Естественно, возвращаются они на точку. Тяжелый «Боинг» с поврежденным крылом и заблокированной системой управления шел то на предельно малой скорости, то увеличивал ее, чтобы не упасть. Истребителям было крайне сложно придерживаться такого режима полета. Они постоянно оказывались впереди. В один из таких моментов командир «Боинга», прижимаясь к верхушкам деревьев, рискнул пойти на разворот. Когда пара от него ушла, он освободился от них, у него шанс появился. Уйти вообще с этого государства, в общем-то, в другую. Попытался он это сделать. У него, видно, и это осталось это в подсознании, что и от этого уйду, как тот колобок. Как только стало известно, что цель потеряна, в воздух подняли еще 2 истребителя. Самолет надо было найти во что бы то ни стало. Первым крадущийся «Боинг» увидел Анатолий Керифов. КП-465, цель обнаружил. Следует курс 270 по направлению финской границы. КП. 465 КП, веди его на аэродром. Встречаем. Как поняли меня? КП-465, вас понял, исполняю. Подхожу к нему и доложил. Да, это большой, огромный самолет. Командный пункт говорит, приведи его к нам. Я начал подходить к этому самолету. Как только он увидел меня, раз развернулся, начал разворачиваться в сторону востока с курсом 90. Когда на курс 90 развернулся, я тем более успокоился. Думаю, теперь лететь можно сколько угодно. Теперь уже можно решать проблему. Все, подхожу как положено, согласно, опять же, международных сигналов, которые установлены. Тот радиообмен, который я обязан вести с ним на установленном канале, те команды, которые я должен подать, у меня на коленях выписаны были на английском языке. Перехожу уже на то, когда тот канал, который положен, подаю. КП-465, цель развернул, курс 90, удаление 180. Следует со мной. КП. 465 КП. Курсом 90, удаление 200. Принудить к посадке. Исполнение доложить. Как поняли меня? 465. КП-465. Вас понял, исполняю. Когда секунд 30-40 я пролетел его впереди, да, разворачиваю, смотрю, как он шел с курсом 90, так и идет. Я начал заходить к нему, сваливаться на него. Он увидел, что я сваливаюсь, начал опять разворачиваться в сторону Финляндии. КП-465, удаление 140, цель с курса уходит разворотом. Следует курс 270. Какие мои действия? КП. Еще раз мне приказано, еще раз подойди, покажи. Третий раз, когда я подошел к нему, когда он шел с курсом 90 градусов, не выполнил он когда команду, вот с теми же условными сигналами, которые положены, не выполнил команду, когда развернулся в этом положении, я говорю командному пункту своему, ну, безусловно, в резкой форме. Я не буду поговорить, как я это говорил, по крайней мере, но сказал в резкой форме. В конце концов, я не голубь, чтобы вокруг него летать. Принимайте решение. «Боинг» продолжал менять курс. Добивать его не хотели, он был нужен целым. И тогда Земле пришло в голову единственно правильное, но практически невыполнимое решение. Осуществить его можно было только благодаря точному знанию местности и обладая высочайшим профессионализмом. 465 КП. Сажай где есть. Принудить к посадке всеми средствами. При невыполнении цели указаний доложить. Значит, поступает команда. Принудит к посадке на том месте, где вы находитесь. Я уже обрадовался, хотя и сам еще не понял, что это за команда. Куда-то я должен ее посадить. Впереди видно это белое большое пятно, а вокруг, значит, темно. Белое пятно – это поверхность озера. А все темно – это лес. И как раз, значит, вот то, которое далеко его видел, они стали сразу давить, встало, летим. И когда уже высчитал траекторию, по которой мы должны снижиться, выпускаю фару и начинаю его давить. Когда я фару выпустил, он не выпускает фару, но тем не менее идет на снижение. Идем на снижение вместе, как в обнимку.
мне обниматься с ним неохота, а тем не менее, мне надо его держать. Вот до самой земли, до самой поверхности озера я от него ни на шаг, ни на секунду вообще не выпускаю, никакого движения ему не создаю. Приблизительно метров 150, может быть. Может, 100 осталось до поверхности, выпускает фару. Тогда он принял решение. Я понял, что он уже понял, что он никуда не уйдет. И вот до поверхности этой земли, до поверхности озера, я его вот в таком положении и довел. Озеро Корпи-Ярви считается одним из самых больших в Карелии. Его площадь примерно 10 футбольных полей. То, что именно оно оказалось на пути к этому моменту уже падающего Боинга и самолета Анатолия Керифова, еще одна счастливая случайность. При посадке, значит, у него были включены все фары. Фары очень мощные, освещала большую территорию, площадь. И поэтому рыбаки-очевидцы, которые тут находились, они отметили вначале, что не самолет, а приземляется какое-то чудовище. И он двигался, значит, на брюхе весь как круглый шар, освещенный снутри. Подумали очевидцы, что это НЛО или что-либо тому подобное. Этот объект, по их словам, прошел и носом ткнулся на остров, который здесь вот находится. Эти уникальные фотографии были сделаны представителями военной контрразведки. Они единственные документальные свидетельства того, что произошло с Боингом, вторгшимся в советское воздушное пространство. Тут же я дал батальон Лоухи, по-моему, команду на тягаче выехать в район посадки. Прапорщик, несколько солдат, вооруженных, значит, с рацией. Выехали туда. Дороги там не было. Пришлось рубить лес, деревья, и прорваться к этому самолету. Солдаты и прапорщики шли к этому самолету по пояс в снегу. Снегу было. Ну, по колено это точно было. Подойдя к самолету, он забрался, это открыл переднюю дверь, увидел людей, которые курили, пили. Воздух такой раздался, курительный, зловонный, невентилированное помещение. Все были восторжены, его встретили. И никаких никто отрицательных эмоций ему не высказал. И первый доклад поступил оттуда примерно через час. Самолет приземлился на озеро. Вот. Убито 2 человека, ранено 11 человек. В момент взрыва ракеты погиб 1 человек, умер от потери крови. Помощи ему ни один из пассажиров Боинга не оказал. 2 человек скончался позже от инфаркта. То, что командир Боинга Ли Чанг Кью, военный летчик высочайшего класса, смог посадить практически неуправляемую 200-тонную машину на озеро, спасло жизнь всем остальным. Я спросил, я говорю, сколько лет вы летаете? Он говорит, я воевал еще во Вьетнаме летчиком-истребителем. Потом уволился, и вот уже 10 лет работаю в этой компании. Полковник по званию корейской армии был. Вот. Я говорю, сколько лет вы? 10 лет летаю по этому маршруту. Ну, 10 лет летать по одному маршруту, уж его закрытыми глазами можно. А с этим экипажем сколько времени летаете? 7 лет. Последний полет, когда был неделю тому назад, он не мог забыть что-то, потерять там навыки и так далее. Какая погода на маршруте была? Простые метеоусловия. Так что же вас занесло на Кольский полуостров? Он говорит, у нас аппаратура навигации отказалась. Я говорю, ну, уважая вас как пилота, я говорю, вы классически выполнили посадку в сложных метеоусловиях на незнакомое озеро, прокатились, не убирая шасси по глубокому снегу и выкатились на песчаную часть. Только хвост у него был на этом, я говорю. Поэтому вы высокий профессионал. И если вы мне говорите, что отказала аппаратура, я говорю, я вам просто не могу верить. Передаем сообщение ТАСС. 20 апреля сего года имело место нарушение воздушного пространства СССР самолетом Boeing 707 южнокорейской авиакомпании. В результате действий сил ПВО самолет совершил посадку в труднодоступной местности на территории Карельской АССР. Все 112 пассажиров и экипаж были эвакуированы в близлежащий населенный пункт.
Значит, люди эти вывезены, были вывезены в Подужеме, такой городок есть. Вот, Кемь называется. А там штаб 5-й армии сухопутной. И там большой был дом офицеров. Вот их всех там разместили. Мало кто знает, но вот все эти пассажиры сразу запросили, значит, спиртное и женщин. Когда их спросили, а почему так? Они сказали, что это самое лучшее, чтобы снять с них стресс, который они ощутили в своей вот жизни, между жизнью и смертью. Когда их спросили, есть ли из вас раненые или пострадавшие, все молчат. Я был там лично. Все нормально, все хорошо и так далее. А переводчиком была женщина из, я забыл имя и отчество, из райкома партии города Кеми. Очень активно работала и так далее. И тогда она говорит, может быть, они боятся того, что, мол, у нас платная обслуга. Надо объяснить, что у нас бесплатная. И вот когда она сказала по-английски, что говорите, у нас бесплатно, и никто с вас денег брать не будет, человек, наверное, 20 все бросили с ней. Вот у меня рука, это у меня нога, вот тут у меня ушиб, вот тут меня перевяжите и так далее и подобное. В ходе расследования было выяснено, что инцидент с южнокорейским самолетом произошел в результате невыполнения экипажем международных правил полетов и неподчинения требованиям советских истребителей ПВО следовать за ними для посадки на аэродром. Командир экипажа и штурман признали свою вину в нарушении воздушного пространства и границ СССР, а также международных правил полетов. Они подтвердили, что понимали команды советских самолетов, однако этим командам не подчинились. Они прощупали нашу систему. Если в корень смотреть, эта ситуация, да, прощупали. Насколько мы, в общем-то, то, что мы говорим, да, то, что у нас есть, и наши действия совпадают. Противник. День и ночь там, если кто был на Кольском полуострове, постоянно это разведчики висели. Ну, естественно, это провокационный был полет, если в корень смотреть. Все было закономерно. Подбор экипажа, подбор маршрута, подбор района проникновения, значит, выведение разведывательных спутников. Ничего случайно там не происходило. Сценарии эти расписывались предварительно, проходила определенная подготовка, и нигде ни одной случайности не было. Ни в 1978 году, ни в 1983 году. Я в этом уверен. Аэропорт Кёльн-Бонн. Леонид Ильич Брежнев прибыл по приглашению президента ФРГ Вальтера Шейля и ее федерального канцлера Гельмута Шмидта. С моей точки зрения, военная компонента, как она сегодня представляется, она не играла на самом деле большой роли. Она имела значение в политическом переговорном процессе. Вот когда как бы стороны садились за стол переговоров на уровне министров иностранных дел, на уровне глав государств, вот здесь это было, может быть, вот та самая, тем более на уровне экспертов, это была та самая подкладка, вот это те самые козыри, которые представляли себя элемент для торга. Все, что произошло дальше со сбитым Боингом, покрыто тайной. Однако инженер одного из закрытых московских предприятий до сих пор помнит неожиданный вызов в цех к иностранному самолету, посеченному осколками. С него нужно было снять топливную аппаратуру. Они испытали шок, когда увидели, что салон забрызган кровью. Потом этот самолет разрезали и пустили под пресс. Все должны были погибнуть. Почему так произошло, я не знаю, честно говоря. Чисто технически, я сколько спрашивал, это какая-то загадка просто вообще.
Уже на следующий день после случившегося американские газеты и телевидение обрушились с обвинениями в адрес Советского Союза, расстрелявшего гражданский лайнер. Но еще через сутки всякое упоминание о произошедшем исчезло из прессы. Инцидент в небе над Карелией стал потрясением для всех его участников. Долгие годы все предпочитали даже не вспоминать о нем. Особенно те, кто находился в сбитом самолете. Это единственные хроникальные кадры, сделанные в момент возвращения пассажиров рейса 902 домой. Соединенные Штаты Америки могли придать этому огромный скандал. Вот как бы здесь создавалась определенного рода вилка действий в зависимости от конкретной политической обстановки. Они могли вознести этот скандал до небес. Мы знаем, что спустя 5 лет, в 1983 году, Рейган так и поступил. Демонстрации и протесты. Обращение президента Рейгана, СССР «Империя зла». Международный скандал, обстоятельства возникновения которого удивительно повторяли события 1978 года. Опять Боинг корейских авиалиний и нарушение границы СССР. Опять ракета, поражающая цель. Сумбурное оправдание советских генералов. А потом американская стратегическая оборонная инициатива и гонка вооружений, в которую втягивается Советский Союз. Скандал, изменивший мир, скажут о нем историки. Да, это создавало ощущение, что разведки начинают проводить свои собственные операции, которые даже в ряде случаев не согласовываются с Белым домом, или о которых Белый дом может даже и не знать. И здесь тоже была интересная идея. Они как бы ставили, даже если эта операция удавалась, то говорили, ну вот видите, мы провели очень хорошую операцию. Системы А-35М больше не существует. Сегодня на месте старого шалаша выросла пирамида, система А-135. Аналогов в мире ей, как и предыдущей, нет. Сюда теперь приезжают министры обороны и президенты и не перестают удивляться техническому гению людей, создавших эту совершеннейшую машину. Что же касается западных оценок, то там и о новом кольце противоракетной обороны Москвы, и о предыдущем говорят как об одних из самых главных научных достижений 20 века. 265-й истребительный авиационный полк продолжает нести службу на своем аэродроме в Подужемье. По-прежнему является лучшим полком ВВС и ПВО России. Правда, дежурят здесь теперь не Су-15, а самые современные Су-27, способные сопровождать любые объекты, даже идущие на предельно малых высотах и с предельно малой скоростью. Я думаю, что повторение вот того случая, когда принудили к посадке большой лайнер с пассажирами на борту на озеро, маловероятно. Хотя, говорю, в области сейчас борьбы с терроризмом, особенно воздушным терроризмом, если так выделить это очень такая вот направленность, наверное, очень чувствительная и очень тонкий вопрос. На перехват и опознавание целей, идущих в сторону границы, как говорят летчики, им сегодня приходится подниматься так же часто, как и в конце 70-х. Но реальных нарушителей за последние годы не было. Дальше границы, сюда, пока никто не залетал.